Привет! Сегодня у меня на обзоре, так сказать, с пылу с жару, новейшая модель беспроводных наушников от QCY под названием T11. Признаться честно, я ожидал, что рано или поздно на рынок все же выйдет доработанная версия наушников T10, но с названием T10S, ведь именно так обычно в QCY и поступает, когда с конвейера вылетает обновленная версия какой-либо их модели. Но на этот раз они всех переиграли и решили поступить иначе, выпустив свою работу над ошибками как новую модель T11. Ну а получилось у них все исправить или нет, сейчас я тебе расскажу. Итак, по всей видимости, новая упаковка прижилась, и теперь все их наушники продаются вот в таких простых коробках. В T10, T8 и T8S упаковка сейчас точно такая же. Внутри нас по традиции встречает зарядный кейс, отдельно уложенная пара наушников, кабель для зарядки USB-C, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя на двух языках – китайском и английском. Сам зарядный кредл внешне имеет точно такие же габариты и форму, как в 10 модели. Его размеры по длине, ширине и высоте составляют 54 на 26 и на 40 мм соответственно. А вес с наушниками внутри получается всего 38 грамм, без 30. Емкость встроенного аккумулятора здесь аж целых 600 мАч, что как и в 10 модели очень удивляет, учитывая его скромные габариты. Но одно важное отличие от кейса предыдущей модели в T11 все же имеется – это глянцевая поверхность корпуса. Все-таки матовый вариант T10 мне понравился больше. Такая поверхность всегда практичнее, ведь глянец царапается даже от воздуха. Уже через пару дней эксплуатации на моем корпусе появились видимые потертости. На передней стороне кейса красуются все те же 3 светодиодных индикатора, а сзади под петлей находится овальная кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек. Разъем для зарядки поместили в нижний торец. Петля крышки пластиковая, без доводчика и не имеет фиксации в верхнем положении, что лично я нахожу довольно неудобным, учитывая способ подключения наушников к смартфону. Здесь, как и в 10 модели, этот процесс происходит по открытию крышки кейса. Да и вообще доставать наушники при болтающейся крышке не очень приятное занятие, особенно если учесть, что их корпус тоже практически полностью глянцевый. И тем не менее наушники подключаются очень быстро, за связь здесь отвечает Bluetooth 5 версии. Главного в паре нет, оттого любым из наушников можно пользоваться по отдельности, к примеру, когда один из них останется на зарядке. Вообще, по внешним признакам, как зарядный кейс, так и сами наушники мало чем отличаются от таковых в модели T10, но аппаратные доработки в новинке оказались довольно существенными. Первое отличие кроется в управлении функциями мультимедиа. Здесь, как и в прошлой модели, все нужные функции можно назначить под себя посредством фирменного приложения QCY. К сожалению, в новые наушники датчиков автопаузы так и не добавили, а для настройки доступно два жеста – двойное и тройное касание. Помимо всего прочего, здесь также имеется и один постоянный элемент управления, который отвечает за перемотку треков. По удержанию пальца на сенсорной области в течение 1,5 секунд можно переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. А вот по остальным функциям по умолчанию настройки здесь следующие. Двойное касание отвечает за плей-паузу, а при входящем звонке по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. Тройной тап по левому наушнику вызывает голосового ассистента, а вот по правому тем же действием можно активировать режим с низкой задержкой или по-простому игровой режим. Но примечательно здесь даже не это, а тот факт, что данный режим официально не заявлен производителем ни в описании, ни в характеристиках. Оттого получить его из коробки было весьма неожиданно и довольно приятно. Итак, в моем игровом тесте в PUBG Mobile интервал задержки при активном High Performance режиме составил 220-240 миллисекунд, что лично я считаю вполне неплохим результатом. Разумеется, для любителей. Если ты профи, то для тебя есть только один выбор – это провода. С ютубом при таких раскладах полет, разумеется, также отличный. Звук от видео на слух не отстает, смотреть ролики можно с комфортом. Второе важное изменение касается звуковой составляющей. На сей раз в каждый наушник производитель установил по два разных излучателя. Один динамический для низких частот и второй арматурный для средних и высоких. И я могу с уверенностью теперь сказать, что звук стал намного лучше. С таким решением в QCY явно не прогадали. Признаюсь, я долго сидел и сравнивал звучание новых T11 с различными парами наушников того же ценового сегмента, что есть у меня на руках, пытаясь понять, как у них получилось сделать звук таким четким. Ведь казалось
Казалось бы, в тех же гибридах KZ-S2 применяется точно такая же схема, но звук там совершенно другой. Та же оттеночная реверберация, что накладывается на инструменты в большинстве композиций, имеет совершенно разные отголоски и затухания. Передать словами данный эффект мне довольно сложно, но вот что-то в QCY меня зацепило, и уже через час прослушивания в них музыки, переключив внимание на другие наушники, мне стало не хватать той самой четкости звучания. Но тут я бы хотел уточнить еще один важный момент. Комплектные амбушюры хоть и стали на порядок лучше предыдущих, но самый большой их размер мне, как обычно, не подошел. Для прослушивания музыки я использовал сторонние, о которых уже рассказывал в ролике про T10. Так вот, именно с ними наушники раскрываются еще лучше, хотя на первое время, как я и сказал, можно обойтись и комплектными. В общем, теперь баса, как по мне, стало более чем достаточно, но, разумеется, не для басхедов, к коим я себя и не отношу. Мне по низким частотам звучание в самый раз, а вот по средним здесь вообще красота. Они никуда не утоплены и не перемешиваются с басом. Звучание в этом регистре как будто на ладони, слышно абсолютно все, особенно порадовал женский вокал. Верхушки четкие, отточенные и в меру звонкие, перкуссионные партии слышно очень внятно и отчетливо. В общем и целом поработали над звуком хорошо, звучание T11 меня очень порадовало. За передачу звука здесь отвечает два аудиокодека на выбор, это EEC и SBC. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как на этот раз разработчики настроили работу микрофонов. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T11. Сейчас стоит ветреная погода, нахожусь на проспекте Мира, 7 утра примерно. Ну и, собственно, машины едут, как ты можешь видеть, и, собственно, здесь очень-очень много шума. Надеюсь, мой голос запишется замечательно. Ну, если нет, то значит нет, собственно, как-то так. И если помнишь, в том же самом месте я тестировал QCY T10. Ну, а теперь настало время QCY T11. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T11. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции открываю окна. Создаю максимум шума, мне сюда задувает ветер, и вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. В общем, все можешь посмотреть и услышать сам. Ну и по традиции второй тест с печкой, выкручиваю ее сейчас на максимум. Она набирает обороты, и сейчас уже секундочек через 5 в салоне будет стоять просто сильнейший шум, выдувает отовсюду горячий воздух, очень громко здесь все в салоне происходит. И вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования, если ты, допустим, зимой будешь обогреваться печкой на полную и разговаривать по вот этим вот наушникам. Как-то так. Немаловажным параметром в T11, как и в любых беспроводных наушниках, я считаю автономность, а точнее время их работы от одного заряда. И вот в моем тесте на 100% громкости наушники отыграли 3 часа и 24 минуты, что почти сходится с заявленными производителем 3,5 часами. Результат хорош, тем более если учесть, что данное время указано в характеристиках при работе наушников на 50% громкости. Помимо этого, здесь имеется функция быстрой зарядки. 10 минут зарядки от кейса смогут обеспечить примерно 40 минут проигрывания музыки на максимальной громкости. По стабильности связи с моим Poco X3 NFC гарнитура проявила себя очень хорошо. Никаких проблем во время ежедневной эксплуатации в течение почти целой недели мной обнаружено не было. Ходил с ними на улице в полной зимней экипировке, а также побывал в торговом центре с большим количеством людей. В квартире панельного дома сигнал спокойно проходит через две стены и балконную дверь. Так что в целом свои заявленные 10 метров, да еще и с препятствиями, наушники держат спокойно. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в очередной раз ребята из QCY сделали правильные выводы из недостатков и выкатили хорошую работу над ошибками в виде 11 модели на смену 10. Разумеется, не очень приятно ощущать себя в качестве бета-тестировщика, когда на тебе за твои же деньги обкатывают какие-то новые решения, но, к сожалению, с этим ничего не поделать. Так поступают абсолютно все производители, но далеко не все делают из этого правильные выводы. В любом случае, 11-я модель от QCY получилась куда удачнее предыдущей, и все известные в ней недостатки постарались исправить. Ну а покупать эти новые наушники или нет, в конечном итоге решать только тебе. И я же со своей стороны постарался сегодня максимально подробно тебе все про них рассказать. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.